Добрый день, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню! Сегодня готовлю легкий, нежный, воздушный, деликатный торт с кокосовой стружкой, взбитыми сливками и фруктовым конфитюром. Влажный сливочный бисквит, нежные взбитые сливки и фруктовый конфитюр. Это и правда очень и очень вкусно, а готовится проще простого. Итак, давайте начнем готовить. Для кокосового бисквита нам понадобится 4 крупных куриных яйца, 100 грамм муки, 125 грамм сливочного масла. Масло нужно предварительно достать из холодильника и дать ему согреться. 125 грамм сахара, 60 грамм кокосовой стружки, пакетик ванильного сахара 10 грамм, 1 чайная ложка с горкой разрыхлителя для теста и щепотка соли. Смешиваем муку и разрыхлитель. Куриные яйца разделяем на белки и желтки. Сливочное масло взбиваем с сахаром. Сначала взбиваем сливочное масло, всыпаем соль. Соль, кстати говоря, можно добавить в белки, тогда они будут охотнее взбиваться. Я просто по привычке всыпала в масло. И будем постепенно подсыпать сахар. Всыпаем ванильный сахар, размешиваем. И будем постепенно добавлять куриные желтки. Добавляем по одному за раз, каждый раз масло хорошо взбиваем. Периодически подбираем масло со стенок посуды, чтобы оно взбивалось равномерно, не было ни промеса. И взбиваем дальше. После того, как все желтки будут добавлены, прорабатываем масло миксером еще пару минут. И добавим муку с разрыхлителем. Просеиваем часть муки в масло. И при помощи миксера размешиваем. Взбивать не нужно, просто быстро размешиваем. И таким образом вмешиваем в масло всю муку. В результате получается вот такая довольно легкая, воздушная масляная смесь. Яичные белки взбиваем. Вот здесь, кстати говоря, можно добавить щепотку соли, что облегчит процесс взбивания. Начинаем взбивать на малых оборотах миксера, постепенно увеличиваем скорость вращения миксера и взбиваем до устойчивых пиков. Попутно хотела напомнить, что жир очень тормозит процесс взбивания белков, поэтому если у вас один миксер, если вы этими лопастями уже взбивали масло, то перед тем, как взбивать белки, лопасти нужно хорошо помыть моющим средством и обсушить, чтобы на них не оставалось следов жира и влаги. Взбиваем вот до такого состояния, до устойчивых пиков. Миску со взбитыми белками можно совершенно спокойно перевернуть. И далее аккуратно, складывающими движениями, вмешиваем взбитые белки во взбитое масло. Первыми порциями белка мы как бы разбавляем масло, поэтому первые порции можно вмешивать посмелее. А после того, как масляная смесь станет легче, желательно вмешивать белки аккуратнее, складывающими движениями, примерно так, как мы вмешиваем белки при замесе бисквитного теста, стараясь максимально сохранить их объем. И попутно хотела сказать, что в рецепте этого теста очень много сливочного масла, поэтому оно, конечно же, не будет таким легким и воздушным, как привычное классическое бисквитное тесто, но зато сливочное масло придаст бисквиту вкус, аромат и такую влажную текстуру. В результате бисквит получается очень нежным, влажным, абсолютно не сухим, и он абсолютно не требует пропитки.
Вот такое у меня получилось довольно легкое тесто. И в самую последнюю очередь вмешиваем в тесто кокосовую стружку. Вмешиваем также аккуратно складывающими движениями, стараясь сохранить объем. Выпекать бисквит я буду в разъемной форме для тортов диаметром 24 см. Можно взять форму диаметром 26 см. Низ формы я застелила бумагой для выпечки, борта ничем не смазывала. Выкладываем бисквитное тесто, разравниваем и выпекаем предварительно разогретой до 170-180 градусов Цельсия духовки до готовности. Печется бисквит в среднем 40-45 минут. Но здесь очень многое зависит от самой духовки. Первые 20 минут дверцу духовки не открывайте, иначе бисквит может осесть. Готовность бисквита можно проверить вот таким образом. Палочка, воткнутая в центр бисквита, должна выходить чистой, без следов теста. Свежеиспеченный бисквит прямо в форме выкладываем на решетку и дадим остыть. Бисквит можно даже перевернуть для того, чтобы он получился ровным. Когда бисквит остынет, его можно будет вырезать из формы, а вот разрезать бисквит желательно не ранее, чем через 2 часа после выпечки. Ему нужно время, чтобы он слегка уплотнился и выстоялся. Достаем бисквит из формы. Отделяем бумагу для выпечки. Вот такой он мне получился не очень высокий, не очень низкий, что нормально для масляного бисквита. Здесь у нас очень много масла. Бисквит разрезаем на 2 или 3 коржа. Я разрезала на 3 коржа, что не очень удобно, поскольку коржи получились довольно тонкие. Поэтому вы можете разрезать либо на 3 коржа, либо просто пополам, что гораздо проще. Вот такой он красивый, пористый внутри. И бисквит действительно получился не только воздушный и пористый, но и очень ароматный и очень вкусный. Кокосовая стружка, кстати говоря, абсолютно не ощущалась в бисквите как отдельный ингредиент, то есть она ни в коем случае не будет скрипеть на зубах, если вы за это переживаете. Она как бы растворилась в бисквитном тесте, придав ему только аромат и вкус. Бисквит пока откладываем, займемся приготовлением крема. Для крема нам понадобится 500 мл жирных сливок для взбивания. Желательно использовать сливки с жирностью 35% и выше. Сахарная пудра по вкусу. Я взяла 100 грамм, но можно взять меньше, скажем 50, либо не использовать сахар вовсе. Пакетик закрепителя для сливок и чайная ложка ванильного экстракта. Либо несколько капель ванильной эссенции, либо пакетик ванильного сахара. А также понадобится конфитюр. У меня клубничный 300 грамм, но можно взять любой по вашему вкусу, количество на ваше усмотрение. И далее нам нужно будет взбить сливки с сахаром. Особых секретов в этом креме нет. Главное, чтобы сливки были жирные и очень холодные, только-только из холодильника. И тогда буквально через 5 минут они у вас забьются в легкий, вкусный воздушный крем. Постепенно всыпаем сахар. Всыпаем закрепитель для сливок. Он поможет сливкам сохранить их воздушную структуру. Если у вас нет готового закрепителя, то вместо него можно взять чайную ложку любого крахмала. И взбиваем. Здесь самое главное сливки не перебить. Они должны хорошо держать форму, но в то же время остаться легкими, воздушными и мягкими. В самом конце добавляем ванильный экстракт, размешиваем, и наш крем готов. Если вместо ванильного экстракта вы будете использовать ванильный сахар, то его нужно мелко смолоть и добавлять вместе с сахарной пудрой. Вот такой у нас получился легкий, вкусный, красивый крем. И нам останется только собрать торт. Собирается он очень просто, горочкой. Выкладываем на сервировочную тарелку первый корж, смазываем его конфитюром, выкладываем слой сливок. Удобнее, конечно же, сливки отсаживать из кондитерского мешка. Разравниваем. Выкладываем следующий корж. Его также смазываем конфитюром.
Выкладываем слой сливок. Как я уже сказала, пропитывать коржи не нужно. Они получаются очень нежные, влажные и абсолютно не требуют пропитки. Накрываем последним коржом и промазываем весь торт взбитыми сливками. Промазываем верх торта, бока торта и просыпаем весь торт кокосовой стружкой. И поскольку я готовила торт в канун Дня всех влюбленных, в канун Дня Святого Валентина, я оставила немножко взбитых сливок и отсадила сверху сердечки. Не судите строго, насадка была очень неудобная, она для листиков, поэтому я как смогла отсадила этой насадкой сердечки и заполнила их конфитюром. Вот такой торт у меня получился в результате. Ставим торт на часик в холодильник и можно всех звать к чаю. Наш торт готов. Торт получается действительно очень нежным, очень вкусным, очень ароматным и, на мой взгляд, очень милым, вполне соответствующим приятному чаепитию для двоих. И что очень важно, на его приготовление мы не потратили много сил и времени. Итак, наш кокосовый торт с конфитюром готов. Мне остается традиционно вам пожелать приятного чаепития. Приготовьте, попробуйте. Очень надеюсь, что он вам тоже понравится. Спасибо, что были со мной, смотрели видео, и всего вам самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео!